Привет, друзья! В этом видео готовлю шоколадно-медовый торт с апельсиновым крем-чизом. Начну я с приготовления заварной апельсиновой основы для крема. Для этого мне понадобятся апельсины, из них я буду снимать цедру. Здесь у меня мука и крахмал, яйцо, сахар, часть побольше, маскарпоне и меньшая часть сахара, которую я буду взбивать со сливками. Натираю цедру апельсина. Обязательно смотрите, чтобы не попадала белая часть, только верхняя ярко-оранжевая. Далее выжимаю апельсиновый сок. Сок я буду выжимать из всех апельсинов. В общей сложности для этого крема нужно 3 средних апельсина. Затем процеживаю сок через сито, так как мякоть мне не нужна. И к получившемуся соку добавляю апельсиновую цедру. Затем сок с цедрой отправляю нагреваться до горячего состояния. Пока нагревается сок, в отдельной емкости я смешиваю яйцо, сахар, часть которая побольше, муку, крахмал, и все это хорошо перетираю. Затем через сито, чтобы избавиться от уже ненужной нам цедры, я понемножку небольшими порциями добавляю горячий сок и каждый раз хорошо перемешиваю. Когда все хорошо перемешалось, переливаю эту массу обратно в сотейник и буду уже уваривать на плите до загустения. Сотейник я ставлю на средний огонь и постоянно перемешиваю. Когда я уже чувствую, что масса начинает загустевать, тогда более интенсивно начинаю перемешивать, чтобы это все не пригорело ко дну. Переливаю заварную основу в отдельную емкость, накрываю пленкой в контакт и оставляю остыть. Затем, после того, как эта масса остыла, помещаю ее в холодильник до полного охлаждения. Только после того, как заварная основа полностью охлаждена, я продолжаю делать крем. В емкости для взбивания у меня уже налиты холодные сливки. Также добавляю к ним ту порцию сахара, которая оставалась у меня отдельно. И буду взбивать сливки до тех пор, пока не появится легкий рисунок от венчика. Затем добавляю маскарпоне, но не сразу все, а частями. И буду перемешивать, то есть я уже не буду взбивать на полной скорости, это будет средняя скорость миксера, потому что здесь мне уже нужно хорошо разбить маскарпоне, чтобы не оставались комочки в креме. По мере взбивания крем будет густеть и будет в итоге довольно плотным. Теперь, когда сливочно-сырная часть крема готова, я добавляю в крем апельсиновую заварную основу. Добавляю сразу все, и здесь также я не взбиваю, я лишь перемешиваю на низких либо средних оборотах миксера. И вот такая однородная, плотная структура получается у готового крема. Теперь осталось только намазать торт. Коржи у меня были испечены заранее. Видео уже есть на моем канале. Внизу в описании обязательно оставлю ссылочку на этот рецепт. Раскладываю коржи на столе, чтобы потом распределить крем. Мне просто так удобнее. Вы же можете просто сразу при сборке укладывать корж в кольцо, затем наносить на него крем. Это уже дело каждого, кому как нравится. Здесь для распределения крема я не использую весы, делаю это на глаз. И также обязательно смазываю подложку кремом, чтобы потом торт с нее не съехал. Перед тем, как укладывать корж в кольцо, я немного распределяю крем сверху, затем укладываю корж и потом уже аккуратно распределяю крем по краям коржа. И таким образом происходит дальнейшая сборка. При том, что крем кажется плотным, но он отлично пропитывает коржи. Собранный тортик я убираю на ночь в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Далее я выравниваю его творожным ганашем. Рецепт также есть на моем канале. Ссылочку также ищите в описании к видео.
Этот тортик один из моих любимых, и я очень советую вам попробовать его приготовить. Он очень вкусный, пропитанный, при разрезе в нем красиво видны все слои, чувствуются нотки и шоколада, и апельсина. Все ссылки на рецепты и граммовки ищите в описании к видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал и поддержите меня, пожалуйста, своими лайками и комментариями. Всем пока!